денег нам не хватает. Но если бы папа бы платил бы элементы, было бы, конечно, бы попроще и полегче. Нашел себе новую подругу. Поэтому он от вас и ушел. Да, он нигде не работает. На что же они бухают тогда? А она получает пособие. Где только деньги нужны. Так деньги-то нужны-то на ребенка. Почему вы вышли от Гали? Гоняла меня на дачу. А до этого ты что делал? Приходил и спать ложился. Да, конечно, начинает есть эту курицу, дети гарнир доедали. Галь! Да. Ну, А вы полицию вызывали, чтобы он курицу не жрал, что ли? Нет! Он пытался как бы с Галей по-человечески поговорить. Сколько раз ты мне звонила, говорила, иди забирай своего чудовища пьяное. Просто взял, погубил маме на здоровье вдруг. Но это был мамин выбор жить с ним. Думаю, все-таки ребенок первый у меня рос без отца. Жалко и второго. Который сейчас в эту студию войдет. Добрый день. Интересно, что же такого должен был сделать отец, чтобы единственным желанием его 12-летнего сына было набить папе морду? И что такого должна была сделать его новая женщина, чтобы по отношению к ней у сына было точно такое же желание? Постарались. Сегодня в нашей студии жительница Ленинградской области Галина Бабырыкина. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? А у меня случилось следующее. 30 декабря 22 года муж хлопнул дверь, гражданский муж. Сожитель. Сожитель, да. Мы проживали 15 лет, хлопнул дверью и сказал, все, мы с тобой больше не живем. Я в январе месяце после праздников подала на элементы. А он был вписан в свидетельство о рождении? Он брал отцовство на ребенка, он признал отцовство, все. А сколько ребенку лет? Ребенку в феврале будет 13 лет. У вас один сын, да? Общий? Один общий сын. Вы обратились в январе в суд? Да, 18 января вынесли исполнительное производство, я отнесла приставам. На тот момент он еще работал на Тихвинском вагоностроительном заводе. Официально? Официально, да. Потом, как я узнаю, что его 10 февраля увольняют, то, что он запил, нашел себе новую подругу. Поэтому он от вас и ушел? Да, он нашел новую подругу, запил, и в результате за прогул его попросили, напиши по собственному желанию. Он все уволился, в результате он работу нигде не нашел. И с февраля месяца пошел долг по элементам. И по сей день этот долг растет и растет. И сколько там уже? На 5 сентября долг составлял 122 тысячи. Угу. Сейчас уже он, конечно, больше, этот долг. Угу. Я пошла 21 апреля, написала заявление. Прошу, пожалуйста, что-то решить с ним. Да, хорошо, мы решим. А вы куда это заявление-то писали? Приставам. Ага. Вот. Ответа нету. Элементов нету. А что мы можем с него взять? Он нигде не работает. И каждый месяц по 2 заявления несу приставам. Вы нам показали до программы эту кипу исписанной бумаги, а заодно, как вы живете с сыном сейчас. Давайте посмотрим, потом продолжим. Хорошо? Вот это вот наше съемное жилище с ребенком. Мы снимаем уже как бы 14-й год. Вот это вот ребенка комната. Раньше они делили с братом на 2. Вот сейчас у нас Ильюша занимает комнату. Занимается. Что могла, то приобрела для ребенка. Школьная форма тоже. Вот я говорю спасибо старшему сыну в этом году. Помог собрать ребенка в школу. Папу как не просили всячески, что помоги ребенка собрать в школу, так, и ничего достучаться не могли. Вот, Ильюша. Любим тоже поготовить, особенно когда мамы нету. Такое она готовит, что мама потом приходит с работы, отмывает кухню. Конечно, денег нам не хватает. Но если папа бы платил бы элементы, было бы, конечно, попроще и полегче. Конечно, я очень разочарована нашими служебными приставами.
Хожу 10 месяцев, выбиваю, прошу, на что один ответ. Что мы можем с ним сделать, с Лагуновым Андреем? Ничего мы не можем делать. И вот я сколько уже насобирала за 8 месяцев. Это вот я постоянно хожу, пишу, требую, привлеките, работайте. Я говорю, ну и смысл, что я хожу, заявление. Так вы 3 напишите, а мы его прав лишим. А у вас какой доход? Я вообще инвалид 2 группы. Мне в 2019 году поставили онкологию. 18 сентября меня прооперировали. Вот, и я как бы получаю пенсию по инвалидности. И плюс у меня еще пособие на ребенка как малоимущие. Да, малоимущие. Мгм. Вот. Ну и Ну, сколько в месяц получается? 17 пенсий, 14 там с копейками на ребенка пособие. Вот. Ну вот и сын старший, когда может, там пошлет, поможет. Выживаю как могу. Мгм. Слушайте, ну вот помимо алиментов есть же еще, в принципе, понятие папа. Он к ребенку приходит, Нет, он вообще, вот он как 30 декабря хлопнул дверью, дверью ушел? хлопнул и все, и ушел. А до этого у него какие отношения с сыном были? Тоже скажу, ребенок у него был за место как игрушки. Он мог его потискать, он мог его выпивший повоспитывать. Я постоянно ругалась. Я говорю, не надо к ребенку лезть, когда ты пьяный. Мгм. В трезвом состоянии что-то тебе с ребенке не понравилось, что-то он набедокурил. Разговаривай трезвый. Ну, это правильно. Смотрите, он уходит у вас в конце декабря. Там Новый год, дальше там какие-то праздники, день рождения. Он вообще хоть на праздники-то Вот, объявлялся, 19 поздравлял? февраля у ребенка день рождения. Где-то за 2 недели ребенок ему позвонил и говорит, папа, у меня скоро день рождения. Я хочу с друзьями сходить в пиццерию. Он, да, ладно, хорошо, я тебе найду денег, я тебе принесу. Звонит 19 февраля. Ильюша, подойди, пожалуйста, к магазину. Приходит ребенок, ребенок сбегал, приходит. Я говорю, ну чего? Показывает мне 5000. Папа дал. Я говорю, он тебя хоть с днем рождения-то поздравил? Он мне, говорит, протянул руку. Привет. Сунул деньги и пошел. Я говорю, подожди, как это? Он говорит, мам, да, так. Слушайте, а вот эта женщина, которую он нашел, вы ее знаете? Я ее знать не знала. Вот так вот город маленький, мы друг друга знаем, знакомые, там вот это вот. Ну хорошо, что про нее говорят? Ну, это звезда города Бокситогорска. В каком смысле? Ну, вот у нее, у нас как бы дети вместе ходили в группу. И вот она проживает, вот эта женщина проживает в этом подъезде. Она говорит, Галя, там веришь? Нет, говорит. Туда, говорит, 6 заходят, оттуда, говорит, 8 выходят. То есть она гулящая Да, по мужикам? по мужикам. При том, Она- что у нее сколько детей? У нее 3 детей. А когда она гуляет-то? Я не знаю, когда она успевает это А у всё. нее дети все от разных, не знаете? Да, у нее похоже, что все от разных. Первая-то у нее была в законном браке рождена. Вика. Да, Мгм. а остальные, там, наверное, кто последний, тот и папа. Понятно. Слушайте, а они какой образ жизни-то с вашим сейчас ведут? Ой, там вообще, там ужас просто. Там Пьют? пьют, гуляют, да. А при вас он пил? Да, при мне он тоже выпивал, я его 4 раза кодировала. То есть у него эта проблема, в принципе, была. Только Была, с вами да. было нельзя, потому что вы его сразу Да, кодировали, пытались да, как-то да, остановить. да. А с ней, видать, можно, да? Потому что я пыталась как-то, чтобы у ребенка, потому что у меня у первого не было отца. Я думала, хоть у этого-то. Думала, чем старше станет, он как бы мудрее. Ну, он чем старше становился, тем глупее. А вы, кстати, почему не расписались, интересно? Он мне один раз предложил, что, говорит, давай распишемся. Я говорю, знаешь что? Я говорю, я была там замужем, там ничего хорошего нету. Я говорю, ну смысл? Ну есть этот штамп, ну нету этого штампа. Я говорю, фамилию менять. Я говорю, ну веришь, нет. Я говорю, вот эту вот катавасию. Я говорю, ну если ты не хочешь, я говорю, признавать ребенка, давай тогда не будем. Я говорю, я просто матерью-одиночкой стану, и все. А он сказал, что хочу признать. Да, он признал ребенка, все, он ждал его. Я когда забеременела ему, говорю, я говорю, беременна, говорю, давай что-то решать. Или, ну, у меня уже на тот момент старший был, или рожаем, или
Он говорит, нет, рожаем. Я говорю, ну все. А у него это единственный ребенок? Да, это единственный его сын. А теперь он вот этих троих воспитывает? Да, похоже, что да. Он А со своим не общается? вообще никак не общается. Слушайте, а если он не работает и приставы его найти не могут, на что же они бухают тогда, интересно? А она получает пособие. А на детские пьют? Да, она получает на всех троих пособие. А вы когда со своим сожителем-то последний раз общались, виделись? Последний раз я его видела в начале ноября. Привет. И говорит, 10 ноября я тебе принесу элементы. А, Я говорю, ладно, хорошо. и не принес? Нет. Ну, слушайте, вот он сейчас в эту студию зайдет, может, он с элементами? В конце концов, Причем обещал же? со всем долгом, да? Да. Ты мне звонишь тогда, когда тебе только деньги нужны. А зачем? Конечно, мне нужны деньги. А зачем еще вам звонить, если вы к новой жене? Так Ну, а деньги-то как она нужны-то на ребенка. Не дает общаться мне. Я у них в черном списке. Как мне им звонить? Да какой ты в черном списке-то? Чего хоть ты прицепился, Я что вот ты в черном списке? Тебе позвонил, я занят. Подождите, вы сейчас не в черном списке. Алименты принесли? Нет, Почему? принесу я ей. Нет, подожди, вот вы сейчас сюда пришли, вы тут не в черном списке, вас никто не ограничивает. Ну так Что она мне не мешало дает принести-то? общаться. Там и ребенок даже против меня. Если она не дает вам общаться с ребенком, вы идете в суд и устанавливаете порядок общения с ребенком. В чем проблема? Ну так она уже везде жалуется. Меня уже ПДН 2 раза. Какая уже. разница? Вам судом назначены алименты, вы обязаны их платить. Вопрос, почему вы этого не Так я ей делаете? приносил весной элементы, но она мне расписки не пишет. Я ей наличкой отдавал. Я говорю, напиши мне расписку. Какие ты чтобы мне я приносил приставам элементы? отдал, сходил. Она мне говорит, это твой долг. Я тебе не буду ничего писать. А сколько вы ей принесли? Сколько? Я каждый месяц носил по 5000. Он вам носил по 5000? Так она мне Врет, не сидит? дает расписки. Конечно. Вот ты... Что ты? Я тебе ребенку Когда? на пиццерию на день рождения. Так ты ребенку Еще. дал на день рождения Так эти я деньги. тебе давал ребенку, я тебе не говорю, что на день рождения дал. Я тебе после этого давал. Что ты мне давал? Деньги. Какие ты мне деньги давал? Какие такие? Слушайте, а почему вы расстались-то? Почему вы вышли от Гали? Ну, потому что я приходил, если выпьемши, то выгоняла меня на дачу. Я там жил, на даче. А часто выгонял? Ну, не так, что часто. Мама могла и зимой выгнать. Но если вы пьяный приперлись домой, я бы вас тоже выгнала. Ну, так я же ей ничего не делал. Я пришел и спать лег. Я даже уснул, меня приезжали, полиция будила и забирала. Мгм. А до этого ты что делал? Не помнишь? Что я делал тогда? Не помнишь? Приходил и спать ложился. Да, конечно. Где хоть ты там приходил и Да. спать-то ложился? Ну, А что что я он делал? Где ты? Сядет, наготовлено у меня, сядет, возьмет сковородку с курицей, начинает есть эту курицу, дети гарнир доедали. Галь! Да. Галь! Ну, это сейчас я понял тебя, ты все сейчас... Я всю так и правду будешь. говорю. Да. А Я всю правду говорю. Подождите, так а вы полицию вызывали, чтобы он курицу не жрал? что ли? Нет, доходило до того, что... Здрасте, 01, у меня тут сожитель. Нет. Курицу жрет, а Юля, детям только доходило до гарнир того, что остался. просто к ребенку лез, ребенок визжит, пищит, вот этот Я к ор. нему Так может он никогда не ребенку лазил. курицу в клювике нес? Вот. Нет, Это серьезно, просто вот слушайте, такое вот я отношение. так понимаю, как зовут вашу нынешнюю сожительницу-то? Олеся, Олеська не выгоняет, да? Она с вами пьет? она не пьет. Не пьет. А вы пьете? Ну, я по праздникам пью. Ну, просто если почитать отрывной календарь, у нас праздник в России каждый день. Нет, не каждый день. Когда наша съемочная группа к вам приехала в квартиру, где вы с Олесей и с детьми сейчас проживаете, вы были не совсем в форме, я бы сказал. Неожиданно мы приехали. То есть, да, ну, может быть, даже совсем не в форме, поэтому нам как полноценного сюжета не удалось у вас снять. Но кое-что сняли. Давайте посмотрим. Да, смотри, вкусняшки. Оля, Вика. Как зовут? Привет, Лисятя. Чего вы, малышки, спать не идете? А спать-то когда пойдешь? Наделась, коза моя. Я сама делала. Время-то уже, вы не спите.
А это у вас вечеринка была, да? Нет, вот у этого пацана жена умерла, он похоронил. А, и решил отметить, да? Не отметить, а помянуть. Вот он и пришел. Вот который сидел сейчас пацан. Ну, Вот у него жена умерла, осталось 2 детей. ну, естественно, надо же, самое главное было взять бутыль в момент, когда у тебя дети остались без мамы, и пойти бухать к друзьям, где еще 3 детей сидит. Час ночи они бухают на кухне, курят, дети спать не ложатся. Вы так все время проводите? Нет. А, то есть это мы случайно попали? Получается так. Ну Но что ты врешь-то? Там Чё ты? постоянный у вас бар. Да это, Да, слушайте, Там дело не в том, что... постоянный бар. Подождите, Все но- соседи могут подтвердить, что там постоянно Подождите, бар. ваш друг, у которого, прости господи, жена умерла, мог же прийти в чистую квартиру, где порядок, горшок убран детский, вещи по местам разложены, на полу... Черепаха сварена. Да, на полу не по щиколотку грязи. Мы же сейчас и про это говорим. Вы живете в помойке вместе с детьми. Это у них каждый час вот такой беспорядок мелкий Так устраивает. я про это и говорю, что это помойка. Так их Опять убираешь. дети во всем виноваты. Опять все дети устроили. Не, убираешь, они опять Она так. работает, ваша новая? Нет. Прекрасно вообще. Не работает, ничего не делает, и дом. Просто вот, мне такое ощущение всегда, что вы в каких-то дворцах живете, где у вас по 5000 квадратных метров, и вы просто физически не успеваете везде, пропылесосить. Да, так что будем делать насчет алиментов-то? Что? В тюрьму? Нет, дам я ей элемент. А с чего? Сейчас заработаю еще раз на вагоностроительный, устроюсь. Ты в июне месяце тоже зарабатывал, делал дом. Ты Я мне звонил. в Я июле. принесу, я заработаю, Так все я принесу. тебе носил, так ты мне Да расписку ты что ты не пишешь. Что ты не носил? Что ты врешь-то мне? Это Я ты тебе вот сидишь, что ты приносил. врешь. Что я вру-то? Вот ты сидишь и врешь. Скажите, пожалуйста, я просто не знаю, в каких условиях вы живете, но у вас есть, может быть, это банковская карточка? Есть. И у нее же тоже наверняка есть. Есть. Так зачем вам расписка? Послал 2000, все отметилось. Куда Причем ушла, назначение когда платежа ушла. написал еще. Назначение платежа, алименты. Да, и потом, если приставы, что, а вот, смотрите. Подожди, так можно еще проще. Можно к приставам пойти, Можно к дать приставам, приставам 5000 и сказать, вот в счет долга по алиментам. Да. В чем проблема-то? С юридической точки зрения хочу вам сказать по поводу взыскания алиментов. Официально, да, вы не трудоустроены, но вместе с тем вы ходите на какие-то подработки, там у вас имеют место быть деньги. Это в первую очередь задача пристава-исполнителя стоит найти, где непосредственно работает должник. Официально, неофициально. В том числе как бы разъяснить ему порядок выплаты алиментов. То есть на депозит, на карточку с пояснениями, что это алименты, либо под расписку, когда ему вручалось предупреждение о недопустимости задолженности по алиментам. Вместе с тем, я так понимаю, этого сделано не было, если как бы он не владеет этой ситуацией. Касаемо непосредственно, я так понимаю, бездействия приставов-исполнителей, я вам как бы рекомендую однозначно обратиться в суд о признании бездействия пристава незаконными как и его как бы руководителя. И в том числе вы вправе выйти с самостоятельной инициативой, либо пристав должен был это сделать, об ограничении спецправ непосредственно как бы вот алименщика. И вы поверьте мне, что действия сразу начнут производиться. У нас так вот тоже один молодой человек ходил, приносил, говорит, добровольно пришел, говорит, скажите мне, пожалуйста, мою задолженность. Да. И я, говорит, дальше буду. Мне, говорит, Вот ваши реквизиты. Так я про это и говорю. Вот ваша сожительница, 3 детей, которые имеет, у нее, кстати, дети от кого? Ну, от разных мужиков? От инопланетян. От кого? От разных. Они алименты платят? Нет. А вы вообще счастливы, что вы к ней ушли? Да. Она вам прям сильно нравится или любите? Да. Ну, постоянно вот такая ругань с ней была. А это не ругается? Да, я в самое время позвать эту разлучницу коварную Не коварную, а роковую. в нашу студию и спросить, что ж там такое у них, любовь а-ля Осисяй какой-нибудь. Идите к нам, Олесь. Здравствуйте. Это вы у нас разлучница, да? Почему разлучница? Ну как, семью разбили? Как, почему? Ну, я семью не разбила, и его Галина выставила за дверь, они расстались. А Так потом, вы подобрали его. ну, не подобрала, почему мы общались. Мы думали, он рыцарь, а оказывается, что он кот брошенный. Ну, не кот брошенный.
Но он 30 мы общались, декабря... а потом уже как бы Он 30 срослось. декабря пришел, дверью сам хлопнул и ушел. Я его не выгоняла. Нет, Галь, ты сейчас обманываешь. А вы когда Я с не ним стали обманываю. общаться? Ну, мы с ним уже друг друга знаем 2 года. То есть он приходил мне дверь устанавливать. И заодно ключ себе забрал? Почему ключ себе забрал? Ну, на всякий случай, вдруг Нет, сложится. не брал. Нет? Так, а когда у вас отношения-то завязались? Год уже сейчас будет. У них с осени начались шуры-муры. Он из дома уходил. То ему на вагонке в ночь он работает. Остается на вагонке якобы в ночь. То его там друзья на рыбалке в ночную пригласили зимой. Я говорю, где рыба? Так стухла. Зимой рыба стухла в пруду. Да, да, В да. сетях. Что говоришь? Что? Это вранье Что? всё. Так оно и было. У вас стухла рыба. Я в час ночи просыпаюсь, 9:30 мужик пришел с работы, поужинали, легли. 12:30 просыпаюсь, его и нету. Он уже усвиставший. Ни телефона, ни доступен, ничего. Я говорю, ты где был? Так мы там с мужиками ночью, это меня попросили, я ездил, мебель перевозил. А вы уже почувствовали, что кто-то есть, да? Я уже поняла, что он ночами убегает, значит, уже что-то. Так вот он 30-го ушел, да куда он пошел? К вам? Ну, он сперва ушел на дачу, а потом позвонил. Там же ни отопления, ничего нету. И чего? Ну, попросил переночевать. Ну, он чужой мужик. И что? Мы с ним дружили 2 года. Вы не Просто дружили, а дружили. пили. Сколько раз я его Да. вытаскивала пьяного от себя? Сколько? Да много раз. Сколько раз ты Сколько? мне звонила, говорила, иди забирай своего чудовище пьяное. Галь, какие Я есть тебе сколько раз доказательства говорила, к этому? отстань от него. Олесь, а вы знаете, что у вашего нового друга, Задолженность. Да, Знаю. большая. Знаю. Знаете, что за это можно в тюрьму попасть? Да, да. Так, и что вы считаете? Он пытался как бы с Галей по-человечески поговорить. Он сломал ногу. То есть, работал на стройке, занимался стройкой. А хотел На по-человечески вагонах- говорить о чем? Да как содержать ребенка, и чтоб она не блокировала. Она запрещает ему общаться с Я ним. ничего не запрещаю. Да Так как она ходит, жалуется, что он не предпринимает. То есть он не общается с ним, не оплачивает алименты. Хотя он, когда получал деньги за стройку, он ей приносил деньги, давал ребенку, покупал лекарства, покупал одежду. Так что вот это сейчас все вранье. А на что вы сейчас бухаете, скажите мне? А я не бухаю. Чтоб мне бухать. Я что, похожа на бухающего человека? Ну, это ж не мое мнение, это мнение тех, кто вас окружает. Моя любимая... Мнение Гали? Нет. Мы сейчас поговорим с соседями, или покажем, как мы говорили с соседями. Ее весь город, наверное, знает, какая она есть, что она здесь вытворяла. Пьянки, гулянки, что там может быть. Там кого только не было, там проходной двор был. С ней долго никто не живет, никто не живет. Сидеть с ее детьми-то кто будет? Ну, здесь ее и называли не то, что проститутка. Проститутка, ладно, хоть деньги зарабатывает, а здесь-то... Когда к ней мужчина приходит, она выгоняла эту Вику. Она круглосуточно находилась на улице. В основном были таксисты. Кто подвозил ее, все они тут были. Но тут не один мужик здесь был. Тут их много было, тут, наверное, 1000. Вику, мне самую старшую, мне ее жаль. Что она это все видела. Вика до 7 утра и до 10 или до 11 вечера она гуляла. Если девочка кушать хочет, а ее не пускают даже покушать. Вот эта девушка, во-первых, у нее справка есть, которая сейчас говорила, и такого не было. Мы поверили бы. Но сходили все-таки на всякий случай в администрацию Бокситогорского района. Они с нами говорить не стали, постеснялись, видимо, чего-то. Но вообще-то на разговор мы их все-таки вывели. Давайте посмотрим. Да, скажите, может нам какой-то сотрудник дать видеокомментарий? Я думаю, что нет. Почему? Потому что они все скромные и боятся вот этих микрофонов. Можно вас попросить? Они готовят. Да я им просто не дам, я не в курсе этой семьи. Я знаю, что семья у нас давно признана соцопасной. Там девочка уходами страдает из дома, потому что мама безответственно относится к воспитанию ребенка. Дома условия все созданы. Вот те вопросы, что у вас поставлены. То есть комиссионно мы выходили туда и не раз. Мы с этой Викторией работаем уже 2 года, да, наверное? 2 года. Да. Она сидела у меня в кабинете, ее полиция привозила. Я прекрасно сама знаю, девочку жалко. И не просто так она уходит из дома. Ну и проблемы там у девочки психологического плана. Семья не научится. Семья признана соцопасной.
А что у вас происходит с дочерью, со старшей? Переходный возраст, Да все познакомилась можно с свалить мальчиком. на переходный возраст. А что вы куда она делаете? переходит? Если сейчас-то это так и есть на самом деле. Ну подождите, а что вы делаете для того, чтобы ребенок не уходил из дома? Провожу разговоры, то есть обращались к психологу, с ней занимался психолог. И есть результат? Нет. На какое-то время есть. Так а может она из дома-то уходит, потому что ей дома невыносимо находиться? Нет. А вы сколько откуда раз знаете? она уходила из дома? Ну, раз 6 точно. Раз 6. Почему спрашиваю? Наш редактор, пока сопровождал вашу семью до Москвы, смог пообщаться с вашей старшей дочерью. Давайте послушаем, что она рассказала. Что сбежала-то, кстати? Да потому что она что-то начала наезжать на меня, то, что я у нее, короче, какие-то 45 тысяч украла. Кто? Я. Подожди, кто стал на тебя наезжать? Мама. Мама? Часто ссоритесь? Да. Почему? Доводит первая, а потом я начинаю ее доводить. Вот я на Новый год как сбежала, получается, отмечать. У меня была такая токсикомания на это, бегать с дома. Ну, сейчас как бы нет. Ты хотела почему сбежать? Ну, чтобы быть, понять, что такое без мамы. Кто мозги не выносит? Что ты посуду не помыла? Что ты не подмела? Что ты не убрала? Сколько ты раз вообще сбегала из дома? Ну, если посчитать, что у мамы на госуслугах 19 с чем-то тысяч, то, наверное, 19 раз. Она от вас бежит, вы это услышали или нет? Ребенок что сказал, что бежит от мамы? Да. Просто ребенку захотелось свободы. Нет, она бежит от вас. Нет. Да. Потому что я же неоднократно разговаривала с своим ребенком. И что? Она мне такого не сказала. Просто у нас произошла Она что, должна ситуация. вам сказать, что я бегу от вас? Нет. У нас произошла А дайте ситуация. догадаюсь, вы просто взяли на нее, повесили своих детей. Уборку дома и все остальное. Во-первых, я не повесила, она убирается только в своей комнате. Так как она девочка, и она должна привыкать к этому. А вы знаете, что воспитывают не словами, а своим собственным примером, которого вы ей не даете? Как не сбежать из дома, когда вот какой-то новый мужик появился, сидит, бухает на кухне еще с одним? Ор, крики, дети бегают, горшки неубранные стоят, бардак непроходящий. Кому понравится так жить? Тем более в переходном возрасте. Мы все-таки собрались... Это мы, знаете, так попутно просто пытаемся Андрею объяснить, какую жизнь он выбрал себе после той, что у него была. Но опять, это же их дело. Я хочу понять, какой вы вообще в семье-то воспитатель какой? Вот каким, скажем, вы были отчимом Алексею, первому сыну вашему? Давайте у Алексея и спросим. Ты просто взял, погубил маме на здоровье, друг. Да. Это как? У меня мама инвалид второй группы. Она Это нам мы сказала, знаем. у нее был рак. А он здесь при чем? Потому что из-за нервов, вот в этих всех выходах, алкоголь. А у тебя мама не употребляет, да, алкоголь? Ну, извините, мы вот по праздникам. А? Нет, Ну, не так, как нет, вы. не По надо видео врать, все видно не надо. было. То есть вы хотите сказать, что из-за того, что он так себя вел, мама подорвала здоровье на нервной Да, почве, и все это нервные срывы, случилось? все, да. Слушайте, но это был мамин выбор жить с ним. Но я вам сразу скажу то, что изначально, когда мама с ним познакомилась, я еще учился в начальных классах, заканчивал начальные классы, был адекватный, хороший, работящий мужик. Также работал в Санкт-Петербурге, привозил также мне и игрушки, и сладости привозил, как бы на то время. И вот уже после того, как мы начали снимать двухкомнатную квартиру, когда уже мама забеременела, узнал то, что у меня будет младший брат. Тогда еще вот до рождения было еще все в порядке, приносил деньги, работал, все адекватно. И уже после этого как-то начал пить. Также годовалый ребенок, денег нету, ничего нету. Приходилось также и занимать у друзей, приносить маме в тайне от него, чтобы ни криков, ни оров не было. Но тем не менее, мама все равно с ним жила. Я еще тогда хотела в полгода, когда ребенку исполнилось, уйти. Но думаю, все-таки ребенок первый у меня рос без отца. Ну, жалко и второго-то. Думаю, ладно, перетерплю. И что, подождите, у вас первый вырос с отчимом, который издевался, по его словам, над мамой. Вы хорошо для детей так сделали? Он-то было-то до рождения-то нормально все. Ну хорошо, после рождения стало ненормально. Он с катушек съехал, я даже могу сказать, это 16 ноября 2010 года, когда он похоронил брата.
брата-двойняшку своего похоронил. Я вам напомню, что вы после этого еще сколько лет прожили? И вот он с 12. катушек, и я все пыталась, думаю, может быть, образуется, может быть, поумнеет, может быть, мужики-то все-таки с возрастом бывают, становятся мудрее. Понятно, да. Ну, смотрите, И как еще, А получилось. результат-то получился Вы плачевный. на меня, пожалуйста, не обижайтесь, но вы, я смотрю, с возрастом мудрее не стали. Чего же вы от него-то хотели? И Ну еще, что за чушь? Я это сделаю ради ребенка. и Ну и еще, что вы знаете, сделали? что мне очень тоже не понравилось, это когда вот вы рядом с сыном говорите слова о том, что вот платил бы папа алименты, конечно, было бы полегче. То есть я представляю, какая бомбардировка психологическая несется в адрес вашего 12-летнего сына. И что ж нам тогда удивляться, что он папу видеть не хочет? Вы поосторожней с этим. Прям вот поосторожней, потому что его можно назвать кем угодно и в глазах ребенка опустить так, что он никогда не поднимется. Но мальчику, как вы сами сказали, отец нужен. Живет он с вами как муж или нет, неважно. Отец-то нужен. Я А ему вы запрещаю. нет. Вот этим монологом своим на кухне вы его опускаете ниже плинтуса. Можно было сказать по-другому. Да, у папы сейчас, видишь, работы нет, он не работает. Нам с тобой тяжело. Еле перебиваемся. Но я верю точно, что как так он на работу пойдет, он нам выплатит и будет проще жить. Так можно было. Ну, выразилась неправильно. Нет, дело не выразилось. Дело в том, что вы демонстрируете свое отношение к бывшему мужу своему 12-летнему ребенку, который сейчас, если нам разрешит психолог, разумеется, в эту студию войдет. Возьмите микрофон. Вы же говорили с ребенком? Да, я поговорила с Ильей. Мальчик физически, эмоционально, естественно, взрослее своих лет. И если он хочет, я бы, конечно, его пригласила. Хорошо, давайте так и сделаем. Папа, я тебе хочу сказать огромное спасибо за то, да. что ты нам платишь алименты. Мы вот без тебя бы вот так не жили, как сейчас живем. Ну, Спасибо тебе за все. Мне интересно, какие чувства ты сейчас к папе испытываешь? Никаких, если честно. Так не Ну, так бывает. не бывает. Нет, ну, есть, конечно, грустно то, что он к ней ушел. Ну, и, А если бы он ушел к другой, к Анджелине Джоли, то что, было бы весело? ну, я бы так не сказал. Но это грустно, естественно, когда вас отец просто кидает и уходит к другой. А, подожди, он от тебя ушел к другой? Мгм. К женщине? Это невозможно. Он папа-то какой? У тебя есть что вспомнить вот из твоего детства такого, что вот прям, ой, как нам здорово с папой было? Нечего. Прям совсем нечего. Вы вообще вместе время не проводили? Мгм. Он то на халтурах, то на работе. ты же Приходил- со мной ходил на эти халтуры. И то я постоянно помню, как ты на них пил. Да, да. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что сейчас в тебе обида говорит в основном. Не его обида. Не его, конечно. А мамина. Мамина, да. Но все-таки вот если бы вот вы сейчас друг на друга посмотрели и захотели наладить отношения, то есть договорились, когда и где вы будете встречаться, как будете время проводить, тебе бы этого хотелось в принципе или нет? Нет. Почему? Ну, потому что вот как он сейчас выглядит, и мне просто стыдно с ним будет по городу ходить. А что с ним не так? Ну, он может и выпить. Ну вот сейчас он трезвый сидит. Здесь он трезвый, но в городе вообще по-другому себя ведет. Ну вот ты с таким бы с ним трезвым пошел гулять? С таким бы, да. Ну, нормально все было. Да. То есть у тебя единственная претензия к нему — это то, что он пьет. Мгм. Если он будет трезвый, ты будешь с ним общаться. А он у тебя в телефоне заблокирован? Нет. Ну, так вы все разблокировали меня. А был период? Так пользуйтесь этим. Был такой период, когда вы папу заблокировали в телефоне? Да. А сейчас разблокировали обратно? Да, потому что я свой телефон разбил, и вот у меня сейчас старый мамин, в котором нельзя внести в черный список. Ага. У меня сейчас такой телефон, то, что там нельзя. А если можно было бы вносить, вы бы его опять внесли? Я бы нет. Правильно. Ну, на мой взгляд, очень правильно. Зачем лезть в чужие разборки? Даже если это мама и папа. Это их отношения. Зачем в них лезть?
И если ты общаешься с папой, а мама на него сильно обижена, ты маму свою не предаешь. Я бы хотела, чтобы оба мальчика могли легализовать свои чувства и к маме, и к папе, да, потому что часть нас — это мама, и часть нас — это папа. И каким бы отец ни был, вам важно внутри себя и в своей душе создать сильный образ этого папы, чтобы в дальнейшем вы могли опираться прежде всего на самого себя, на свою мужскую часть внутри себя. Ты очень рано вырос. Тебе бы хотелось быть больше ребенком, да? Мам, отодвиньте свои проблемы от ребят. Не погружайте их в свои проблемы. Пусть они не знают, сколько долго, пусть они не знают, как много вы ходите в суд. Им это не нужно. Они дети. Если есть проблемы, связанные с употреблением спиртного, с ними надо, конечно же, заканчивать. Но сразу скажу, да, то есть здесь в алкоголизме, таком семейном, виноват не только один человек, который принимает алкоголь. Не то, что он даже виноват, а его к этому слегка подбивает в том числе и окружение. Илья, когда ты сюда вышел и встал в определенную позу, это так и называется – позерство. То есть сказав отцу определенную фразу. То есть когда ты эту фразу готовишь, ты можешь ее сказать просто по-теплому, как сын отцу. Но когда ты это делаешь как на сцене, это определенное состояние. И вот когда мы находимся в таких состояниях, когда мы этими состояниями умело управляем, манипулируем, вот тогда это наиболее обидно становится для другого, да, кого-нибудь из членов семьи. И если эта обида изначально с детства никто не обучал переносить, то вашему папе, Илья, ничего не остается, как иногда заложить рюмочку, иногда 2 и больше. Поэтому вот здесь я, наверное, где-то даже поддержу Олесю. Потому что у Олеси определенное вот такое вот место, куда скапливаются ребята, где они могут выдохнуть, выпить, отдохнуть. Но это тоже, Олеся, неправильно. Потому что рано или поздно все это отразится на ваших детях. Здесь двое детей. Оно отразится дальше, оно отражается прямо сейчас на детях. Но отразится дальше на их судьбах, на их детях. Поэтому у вас нужно... еще, извините, что перебиваю, у вас еще 2 девочки. И можете представить себе, сколько побегов из вашего милого дома будет совершено чуть-чуть дальше? Да, 2 маленьких девочки. То есть одна уже убегает. 2 просто деваться некуда от этой вот алкогольной судьбы вашей хаты, вашей квартиры. Постарайтесь привлечь к себе психологов, наркологов, социальных работников, педагогов. То есть улучшите свое состояние. Вы знаете, на самом деле, хочется прежде всего обратиться к Галине. Вам немножко нужно сбавить свой пыл. Вот вы прям душите мужиков, ну прям просто видно по вам, ну вот реально. Ну поймите, что любому ребенку нужна не только мама, нужен в том числе и отец. Но вы договоритесь с Андреем, сделайте так, чтобы у ребенка был отец. Поймите, мальчик в таком возрасте сейчас, ему нужен отец. Или он будет таким же маленьким сыночком всегда. Он должен уметь себя постоять. Он должен понимать, что есть у него папа, потому что все-таки, ну, это мальчик прежде всего. К вам хочу обратиться, Олеся. Вы знаете, после этой передачи, я уверен, на 100% органы опеки к вам придут. То, что они написали на бумажке, то, что для детей созданы все условия, честно скажу вам, это бомжатник. Вы, как женщина, действительно, мам 3 детей, вам должно быть стыдно. Ну, а что тут сказать? Ну, на мой взгляд, Андрей, все очевидно. Понятно, что у вас дома был тотальный контроль. Вам это не нравилось. Свободы захотелось. В новых отношениях можно пить. Вас пьянка губит. Просто пьянка. А вы ему даете пить. И из-за того, что вы ему даете пить, он с вами свободу чувствует, с вами живет. Может быть, вы по мужскому вниманию соскучились, но закончится это все очень плохо для вас. Потому что детей заберут у вас, а не у него. Мне вот интересно, ваши отношения на трезвую сложатся? Попробуйте, не давайте ему пить. Останется он с вами? Да. Тогда не давайте ему пить.